Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я хочу вам показать, как я связала вот такие тапочки. Они бесшовные, единственный шов будет вот только здесь сзади. И все. Они очень просто вяжутся. Типа таких тапочек у меня уже есть на канале. Там очень хорошие просмотры. Люди вяжут с охотой. Очень много, около 1000, наверное, там комментариев. Но среди них попадаются комментарии, которым там что-то людям непонятно. То там непонятно, то там непонятно, то сложно, то это. Ну, в основном, конечно, люди поняли. Но так как вам приглянулся такой фасон, вам они понравились, я решила еще немножко разнообразить и чуть-чуть по-другому связать типа таких тапочек. Они вяжутся очень легко, очень понятно. Попробую вам разжевать от и до, как их связать. Это на размер 39, 38, 39. И я взяла два цвета пряжи. Это у меня 125 метров на 100 грамм обе пряжи. Я взяла их в две ниточки, и эту, и эту. И спицами я вязала 3,25. Я взяла чуть-чуть тоньше спицы для того, чтобы они были прям такие толстые. Их даже можно одеть так, как обыкновенные тапочки. Они очень плотные. Прям такие вот хорошие тапочки. Тепленькие. И скоро зима, поэтому надо нам уже ножки утеплять. Итак, приступаем к вязанию. Я начала вязать с темной ниточки и набрала на спицы 10 петель. Так, 10 петель набираем. Начинаем вязать вот с мысика. Потом вяжем боковушки. Потом набираем здесь петли и вяжем подошву. Итак, набираем 10 петель. Первый ряд вяжем лицевыми петлями. Кромочную снимаем. Дальше вяжем лицевыми. И последнюю изнаночной. Теперь, начиная с изнаночного ряда, будем прибавлять по одной петле. Можете брать с промежутка, можете накид от себя накинуть. Не на себя, а вот так от себя. Перед кромочной тоже делаем накид. Накид и кромочная. Теперь мы их провязываем, накид провязываем вот за заднюю стеночку. Накид снова вяжем за заднюю стеночку. И кромочная. И теперь смотрим. Добавляем только тогда, когда у нас вот этот хвостик с левой стороны. Вот сейчас мы будем добавлять. Итак, мы добавляем, пока на спице будет у нас 20 петель. На спице у меня 20 петель. Я провязала еще один ряд. Теперь мне оба хвостика с правой стороны. И здесь посчитаем. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 дорожек получилось. Теперь я добавила другой цвет. И другим цветом провязала теперь 20 петель лицевыми петлями в одну и в другую сторону. Провязываем 2 ряда другим цветом, то есть одну дорожку. И потом еще 2 ряда провяжем и точно такой же ниточкой розовой, только потом мы будем вязать рисунок. Вяжем 2 ряда и потом еще 2 ряда, 4 ряда вяжем, чтобы у нас было 2 дорожки. Вяжем до конца и еще 2 ряда провяжем.
Провязали 4 ряда, и теперь поднимаем другой цвет, кромочная, и теперь дальше вяжем знакомый нам рисуночек, узорчик. Одна лицевая, одну снять, не провязывая. Одну переснимаем на правую спицу. Одну провязали, одну пересняли. По бокам мы больше не добавляем ничего. Двадцать петель у нас. Второй ряд. Снятую также переснимаем, но ниточка у нас впереди, перед петлей идет. Следующая лицевая. Одну пересняли, следующая лицевая. Теперь поднимаем розовый цвет. Каждые 2 ряда меняем цвет ниточки. И вяжем 2 ряда лицевыми петлями. И потом опять повторяем эти первый, второй ряд, который мы сейчас провязали. Рисунок состоит из 4 рядов. Сейчас все петли вяжем лицевыми, назад вяжем лицевыми. Потом поднимаем другой цвет. И опять кромочную снимаем. Одна лицевая, одну снять. И так далее. Я провязала. Здесь у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5 вот этих вот окошечек. Это я вязала на размер 38-39. Если вам нужен поменьше размер, то вяжите 4. Если нужен побольше, свяжите 6 таких окошечек. Сами смотрите уже на свой размер, какой вам нужен. Итак, я провязала 1, 2, 3, 4, 5 окошек. Теперь мне нужно вязать 2 ряда этим цветом, но я провяжу вот этим цветом 4 ряда лицевыми. Вот я провязала 4 ряда. Потом будем вязать заднюю часть. Так, провязано у нас 4 ряда, у нас получилось 2 дорожки. И теперь мы вяжем 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь 2 средние, вот эти вот 2 средние, нам нужно закрыть. Мы провязываем одну и вторую. Закрываем одну. Провязываем еще одну. Закрываем вторую. И дальше вяжем 9. 1 на спице. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы вяжем только эти 9 петель с одной стороны. Потом будем вязать с другой стороны эти 9 петель. Эти 9 можно переснять или на дополнительную спицу, или на булавочку куда-нибудь. Я на 39 размер вязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 40 рядов или же 20 дорожек. Вы меряете, чтобы у вас, когда вы будете вязать, чтобы она была, конец вот этой полоски, было посередине пяточки. Я закрываю здесь петли.
Я здесь немножко отмотала ниточек, чтобы не обрезать здесь нитку, потому что дальше мы будем вязать вот с этой стороны сюда. Здесь мы провязали, закрыли и пошли дальше вязать. Теперь нам надо вязать назад. И для этого мы будем вязать с изнаночной стороны. И чтобы здесь не обрезать, потому что дальше мы будем вот так вот вязать, набирать петли. Я немножко отмотала ниточек. И теперь поворачиваем на изнаночную сторону. И также продолжаем вязать дальше. Потом эти все ниточки мы заделываем на изнаночной стороне. Их не будет видно. Ну и так продолжаем вязать дальше еще одну полосочку. Вот сюда вот. Итак, я провязала здесь также. Я также закрываю все петли. Так, вот такой у нас получился такая деталька. Сразу хочу убрать все кончики. Все на изнаночную сторону перекидываем и закрепляем здесь. Так, я заделала все кончики. И теперь вот берем эту ниточку, которую я оставляла немножко, чтобы довязать по краю. И здесь вот берем за 2 косички и набираем по кругу. У меня получилось 88 петель. Вы запомните, сколько вы наберете, и потом на следующий также будете набирать это же количество. Каждую косичку я набирала по 1 петле. Так набираем мы вот так, здесь, здесь и сюда вот до конца. И потом назад мы провяжем все петли лицевые. Провязала я назад ряд лицевыми. Теперь вы можете менять цвета, как вы хотите. Я здесь еще вставила, провязала 2 ряда еще розовой ниточкой. Затем сделала узор, такой, как мы здесь вязали. Затем опять 2 ряда провязала после узора, как обычно мы вязали, лицевыми. Дальше вы смотрите сами, сколько вязать. Я провязала здесь 1, 2, 3, 4 дорожки или же 8 рядов. Можете просто провязать лицевыми. Смотрите, как вам больше нравится. Я сейчас провяжу 4 ряда розовой ниточкой. Отсюда мы ниточку отрезаем. Когда я вяжу в 2 нитки, то я всегда по изнаночной стороне и заправляю вот так вот. Я уже показывала вам, но еще покажу, может, кто не видел. Протаскиваю пару раз по изнанке. Потом их рассоединяю на 2. Тогда будет очень тоненький такой маленький узелочек, незаметный. На 2 узла, можете на 3, если не держится 2. И отрезаю. И вот почти не видно этих узелков. То же самое я сделаю здесь. Ну, естественно, здесь тоже. Итак, вяжем дальше 8 рядов лицевыми петлями, или сделайте так, как я вот сделала здесь. Дальше я вяжу 2 ряда розовой ниточкой лицевыми петлями. И для этого взяла я 2 пары спиц. Так удобнее мне вязать. Одинакового диаметра. Итак, вяжем 2 ряда лицевыми петлями.
Провязали мы 4 ряда розовой, 2 дорожки получилось. И теперь опять мы вяжем вот этот вот узорчик. Первую я провяжу, дальше 1 лицевая, 1 снимаем. Назад мы вяжем изнаночную лицевую, а снятую снимаем, ниточка перед петлей. Так, провязали мы еще узор, и теперь вяжем 2 ряда лицевыми петлями розовой ниточкой, и потом начинаем вязать подошву. Вяжем 2 ряда лицевыми петлями. Так, смотрим. У меня на спице 88 петель. Вот что получается у нас вот с изнаночной стороны и вот с лицевой. Попробуем одеть на колодочку. Вот такие у нас получаются тапочки. Но они еще, естественно, не готовы. Надо еще вязать дальше. 8 петель я возьму на подошву. Буду продолжать вязать розовой ниточкой. Она у меня более какая-то и тепленькая. Я думаю, будет лучше розовой. Итак, 88 петель минус 8, которые мы возьмем на подошву, будет 80 и делим пополам 40 петель. Провязываем сейчас 40 петель. Провязываем лицевыми, кромочную тоже считаем. Провязываем 40 петель. Провязали 40 петель. Теперь вяжем средние 8 петель на подошву. 1, 2, 8. Здесь у нас также осталось 40 петель. Мы эти 40 петель будем убавлять. Будем убавлять, провязывая 2 вместе изнаночной по лицевой стороне. Будем убавлять вот эти все петли с 2 сторон. Разворачиваем, переснимаем провязанную петлю и вяжем средние 8. Вот это у нас 8 не входит, это будут кромочные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь 2 вместе по изнаночной стороне вяжем лицевой одной. Это с тех, которые мы тут оставляли 40 петель. Разворачиваем на лицевую сторону. Провязанную 2 вместе мы переснимаем. Это у нас будет кромочная петля. Заново. А вот эти средние 8 будем провязывать. Это у нас будет ширина подошвы. Провязали 8, затем 2 вместе одной изнаночной. Разворачиваем, снимаем провязанную кромочную, дальше вяжем также по изнанке 8. Две вместе. Итак, мы вяжем, убавляем. В следующем кадрике будет показано, что мы убавили, как мы будем вязать дальше. Итак, мы смотрим. У меня осталось здесь 6 петель. И здесь тоже у меня осталось 6 петель по бокам. Вот у нас получается какой тапочек. Он очень плотный. Вот такой вот. Интересный, очень теплый. И после того, как у меня осталось 6 петель, я провяжу
подошву, но не до конца. У меня здесь оставляем 2 петли и провязываем 2, и третью берем из этих, которые у меня 6 осталось. Вот так вот. Развернули, пересняли, которые мы 3 вместе провязали. Дальше провязываем, также не довязывая, 2 петли. Вот 2, и третью берем отсюда и вяжем лицевыми. Три вместе лицевой. Перевернули. Дальше мы вяжем как обычно. Провязываем 2 вместе. Развернулись. Также провязываем 2 вместе. Пересняли. По 4 осталось тут у нас уже. Теперь мы провяжем 3 вместе. Две на пяточке и третья с боковушки. Тут у нас уже 3 остается. Здесь также мы берем 2 с пяточки и 1 третью с бока. Провязали вместе 3. Теперь вяжем как обычно. 2 вместе, остается 2 здесь. Тоже 2 вместе. Также здесь 2 остается. Развернули. Теперь провязываем 3 вместе. 1 остается. Снова вяжем 3 вместе. Развернули, провязываем 1, затем последние 3 вместе, 3 вместе последние, теперь по изнаночной стороне мы снимаем провязанную и провязываем последнюю 3 вместе. Вот так. У нас получилась вот такая закругленная пяточка. Ну и теперь ниточку отрезаем.
крючком продеваем. Выворачиваем наизнанку и сшиваем заднюю часть вот здесь. И все, тапочек будет готов.